Она позволяет бездомным почувствовать себя как дома и поработать в течение дня. 2 недели спустя ей раздается странный телефонный звонок. Эбби не могла пошевелиться, она застыла от страха. Она отказывалась верить, что это происходит с ней, но ей нужно было принять правду. С ее стороны было смелым шагом позволить преступнику работать в ее ресторане, но телефонный звонок, который она только что получила, представил ситуацию в новом свете. Он ушел чуть больше часа назад, но ей казалось, что он все еще здесь, с ней. Запах его одеколона все еще витал в магазине, и у нее по спине побежали мурашки. Ей предстояло узнать, на что именно способен этот мужчина. Эбби Смит проработала в своем маленьком скандинавском ресторане 5 лет. Она вложила все свои силы, время и деньги в осуществление своей мечты – открыть собственный ресторан. Но этот ресторатор понятия не имел, что ее ждет. Когда холодным утром в понедельник в ресторан вошел бездомный, Эбби проработала в индустрии гостеприимства и питания 10 лет. Ей не привыкать к долгим, изнурительным рабочим дням, замкнутым коллегам и грубым клиентам. Вот почему, когда она открыла свой собственный бизнес, она знала, что это к лучшему. На протяжении своей 10-летней карьеры Эбби думала, что повидала все. Но она никогда не знала, что ее ждет впереди. Однажды в понедельник Эбби проснулась ровно в 5 утра. Это было еще одно утро понедельника и еще один день в ресторане. Она потерла уставшие глаза и приняла душ. Она думала, что это будет просто еще один обычный день, но она сильно ошибалась. Эбби пришла на работу, готовая начать напряженный день. Она протерла все поверхности, приготовила еду и открыла витрину, готовясь начать день. И тут внезапно появился бездомный и зашел в ресторан. Эбби и представить себе не могла, чем закончится эта встреча. «Извините», — сказал бездомный тихим голосом. «Я Рикки. У вас есть какая-нибудь мелочь?» Эбби посмотрела на бездомного и увидела печаль в его глазах. «У вас нет работы?» — прямо спросила Эбби. Рикки был ошеломлен тем, что она сказала. «Нет, не знаю», — ответил он, избегая смотреть Эбби в глаза. «У меня много уголовных преступлений, поэтому никто не хочет меня нанимать». Несмотря на это откровение, Эбби ответила нечто невообразимое. Эбби уже некоторое время видела бездомного Рикки, слоняющегося по улице и всему району. Однако она ни разу не видела, чтобы у него были какие-то неприятности. Казалось, он держался особняком. Поэтому, когда Рикки зашел в ресторан Эбби и попросил у нее мелочь, даже Рикки не ожидал такого ответа. Эбби знала, что ей не помешают помощники в ресторане, поэтому она предложила Рикки работу. Его лицо и глаза засияли, как у ребенка на Рождество. Она попросила его поработать весь день, помыть посуду и прибраться. Рикки сразу же принялся за работу, а на обед Эбби приготовила ему сэндвич. Но когда она протянула ему тарелку, он выхватил ее у нее из рук и быстро, как гепард, выскочил из ресторана. Сердце Эбби упало, как только она увидела, что Рикки выбежал за дверь, и она погналась за ним. Но, завернув за угол, она увидела, что он отдал сэндвич другому бездомному. Вскоре он вернулся в ресторан, и на сердце у Эбби потеплело от его доброго жеста. Но она понятия не имела, что ее ждет. В течение всего дня Эбби пыталась собрать как можно больше информации о Рикки, его жизни и прошлом. Он сказал ей, что он из Пуэрто-Рико, но в остальном был молчалив и, казалось, не решался открыться. Что он скрывал? Поскольку ресторан не приносил достаточного дохода, Эбби знала, что не сможет содержать Рикки постоянно. Времена были трудные, и Эбби с трудом сводила концы с концами. В конце дня Эбби попрощалась с Рикки. Она думала, что видит его в последний раз, но ошибалась. Однако на следующий день и в течение следующих 2 недель Рикки появлялся в ресторане, готовый начать свою смену как по маслу. Он появился в дверях, его улыбка сияла сквозь стекло. Эбби, наконец, заплатила ему, но то, что он сделал дальше, лишило ее дара речи. Видите ли, как только Рикки получил зарплату, он пошел и купил сэндвич в ресторане Эбби, и, конечно же, она сделала ему скидку для персонала. Она попрощалась с ним и начала закрывать магазин на весь день. Она подумывала о том, чтобы оставить его на постоянной основе, сократив где-нибудь в бизнесе. Но как раз в тот момент, когда Рикки ушел, Эбби раздался телефонный звонок, который все изменил.
Эбби заканчивала день, который казался ей бесконечным, когда зазвонил ее телефон. Она подняла трубку, но не узнала номер. Поколебавшись, она ответила на звонок. Она понятия не имела, что ее ждет. «Вы знаете Рики?» – спросил низкий строгий голос. Сердце Эбби забилось быстрее. Кто звонил? «Это полиция», – произнес голос. «У нас есть кое-какая информация о нем, которую, как мы думаем, вам следует знать». Со страхом в животе она попросила полицию рассказать ей все, что они знают о Рике, но ответа она не ожидала и за миллион лет. Полиция заявила, что они неоднократно сталкивались с Рики в городе, поэтому решили провести небольшое расследование. Они выяснили, что Рики был из Пуэрто-Рико и приехал в США в надежде стать актером. Однако вскоре у него закончились деньги, и он стал бездомным. Но после того, что сказала полиция, Эбби почувствовала тошноту. «Приведите его завтра. Убедитесь, что он будет в вашем ресторане. Мы хотим его видеть», – потребовали полицейские. У Эбби по спине пробежали мурашки. Почему они хотели его видеть? У него были неприятности? Поколебавшись, она согласилась, но понятия не имела, что задумала полиция. На следующий день Эбби пришла на работу, чувствуя неуверенность в том, что ее ждет впереди. Как по маслу, Рики появился у входной двери. Как только Эбби увидела его, ей захотелось рассказать ему о полиции, но интуиция подсказала ей не делать этого. Она пожалела, что не рассказала ему. Как только Рики вошел в ресторан, на его лице появилась улыбка. Он начал убирать со столов, но затем его улыбка погасла, как только он увидел, что в дверь входят двое полицейских. Рики попытался быстро покинуть ресторан, но двое полицейских остановили его. У них ничего такого не было. «Не волнуйтесь», — сказали они, блокируя выход. Но Рики имел полное право беспокоиться, когда дело касалось сотрудников полиции. Видите ли, 4 года назад, потерпев неудачу в карьере актера и промотав все оставшиеся деньги, Рики оказался бездомным. Он прекрасно понимал, что копы иногда могут быть плохими парнями, поэтому старался держаться от них как можно дальше. Но Рики понятия не имел, что эти двое полицейских собирались с ним сделать. «А теперь пойдем с нами», — сказали они, выводя Рики на улицу и усаживая в свою полицейскую машину. Тем временем Эбби смотрела в окно, чувствуя тошноту в животе, и наблюдала, как Рики насильно заталкивают в машину. Что она натворила? Совершила ли она огромную ошибку? Через пару часов все раскроется, и Эбби упадет на колени. Прошло 2 часа, а Эбби все сидела на краешке стула, ожидая ответа от Рики или полицейских. К счастью, утро выдалось напряженным, но уже близился полдень, а она все еще ничего не слышала. Затем, когда часы пробили 4:30 вечера, Эбби увидела, как кто-то вошел в дверь, и у нее не нашлось слов. Вошел чисто выбритый мужчина в хорошей одежде и радостно улыбнулся ей. Сначала она не смогла вспомнить его лицо, но узнала бы эту улыбку где угодно. Это был Рики, но выглядел он совершенно по-другому. Копы отвезли Рики в парикмахерскую и заплатили за его стрижку. Они также выгнали его оттуда в новой одежде, но на этом их доброта не закончилась. Полицейские решили, что все, что нужно Рики, это протянуть ему руку помощи. Он был хорошим человеком, которому просто нужно было немного помочь выбраться из своей колеи. Полицейские начали искать для Рики достойную работу и даже помогли с оформлением документов, чтобы он смог снять жилье в хорошем районе. Но это было еще не все. Офицеры сплотили сообщество, чтобы помочь ему, и вскоре люди со всего мира стали жертвовать одежду, еду, мебель и другие жизненно важные предметы, чтобы помочь ему начать работу. Как только заявление на получение жилья будет рассмотрено, у Рики появится настоящая крыша над головой и настоящая кровать, в которой он сможет спать. Рики не мог в это поверить. «Я в шоке», — сказал он. «Это действительно восстановило мою веру в человечество, даже если это было предложение руки и сердца, а не милостыня». И хотя они сказали, что он уже проделал большую часть тяжелой работы по налаживанию своей жизни, ища работу, этого жеста было достаточно, чтобы довести Рики до слез. Жизнь была такой тяжелой, а люди такими холодными в прошлом. Он почти потерял всякую надежду на человечество. Долгие годы жизни на улице были тяжелыми для Рики. Но этот новый город стал новым началом, и он сделает все возможное, чтобы избавиться от бездомности. Доброта незнакомцев ошеломляла,
Но будет ли этого достаточно, чтобы Рики смог наконец начать все сначала? Офицер Брэнсон и его семья хранили все пожертвованные вещи в своем гараже, ожидая рассмотрения заявления Рики о предоставлении жилья. «Теперь все зависит от него», — сказал офицер Брентфорд. «Для него это отправная точка, главное — быть частью общества». Офицеру Брентфорду даже удалось связаться с мамой Рики, которая вернулась в Пуэрто-Рико. Впервые за 4 года они пообщались по видеосвязи. Рики был очень благодарен полицейским и Эбби за помощь, когда он в ней так сильно нуждался. У него был дом, заботливое сообщество, авторитетные люди, которые действительно заботились о нем, и руки помощи, которые наконец-то позволили ему обрести будущее, о котором он мечтал. В целях защиты конфиденциальности изображенных лиц некоторые имена, местоположения и опознавательные признаки были изменены и являются плодом воображения автора. Любое сходство с реальными событиями, местами или людьми, живущими или умершими, является случайным. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго!